Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 6 по 12 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И я решила сделать этот прогноз наш еженедельный, традиционный, на колоде Таро Ленорман. Давайте узнаем, что для вас напророчат карты. Конечно, будем реалистами, мои дорогие львы и львицы. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но я надеюсь, будет служить хорошей подсказкой просчитать какую-то свою ситуацию. Ну или мы с вами проведем приятное время. Итак, что важно знать, так будет называться наша первая карта. И правда, что, по мнению карт, для вас будет наиболее актуальным с 6 по 12 мая. Как видит вашу жизнь, события. Что важно знать? Вторая карта неожиданности или чего не избежать. С чем вы можете столкнуться? Чему сейчас не время, по мнению карт, или что может помешать, а что вам будет помогать. Что скрыто, достанем такую карту, может быть, вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег и личная жизнь. Итак, что же для вас важно знать? Карта якоря. Прекрасная карта. Это когда у нас все идет своим чередом, когда мы уверены в сегодняшнем дне, в дне завтрашнем. В принципе, все достаточно прогнозируемо. Или эта неделя, вот то, что вы себе наметили, у вас, скорее всего, важные какие-то вехи получится осуществить или согласовать, или что вы там себе напланировали, отправиться куда-то, или заняться делами домашними. По этой карте может быть вполне, как это касается отношений, вашей личной жизни, вашей личной истории. И тогда нам карта говорит о прочности отношений, о том, что мы уверены в партнере. Партнер нам достаточно хороший друг, все-таки все начинается с дружбы, так и в трудную минуту готов подставить свое крепкое плечо. Но вот есть что-то, когда мы, знаете, с одной стороны, мы где-то расслаблены. В хорошем смысле. Когда вот ничего не хочется делать. Может быть, и так тоже у кого-то. Но когда нет вот этого внутреннего мандража или беспокойства, мои дорогие, в первую очередь, конечно, карта якорь говорит об этом. Каковы же неожиданности? Ну, если только какие-то планы у вас грандиозные, замыслы, мои дорогие, потому что вот в этой колоде карт, эта колода называется «Волшебное зеркало» Ленорман, как будто отзеркаливает наши мысли. Так вот, две карты индивидуальные, как мужчина, так и женщина. И эта карта, она больше говорит о том, что мы в своих мыслях. Или о том, что мы что-то планируем осуществить. Или, конечно, тут нам может и что-то показаться. Это то, что как сюрреализм какой-то, то, что мы еще не воплотили в жизни. Или для вас может быть какие-то чьи-то идеи, да, озвучены, и это для вас будет неожиданностью. Для девочек, кто меня сейчас смотрит, это вы будете, возможно, что-то планировать. Или какая-то новость, или рядом карта якоря. И, возможно, это, знаете, вы уже приготовились к какому-то сложному периоду жизни. Например, меня смотрят люди из разных стран. Или предыдущий, если период был, так достаточно тяжеловат, то мы вряд ли ждем какого-то оптимизма или чего-то хорошего. Скорее тут одолевают нас прежние мысли. И мы думаем, что какая-то история не закончится никогда. То здесь с учетом карты якорь как раз меняются энергии на этой неделе, и вы можете себя прочувствовать более уверенно. Может быть, от этого и планы ваши пойдут в несколько ином ключе, и для вас это будет неожиданностью тоже. Наверное, у каждого по-своему. Для мужчин это может проиграться как ваша женщина, очень важная, и неважно тут, кем она вам приходится. Может быть, это именно ваша либо подруга, либо супруга, отчасти где-то руководитель, и ее идеи, или то, что она хочет воплотить в жизнь. Давайте мы посмотрим, чему же сейчас не время.
Ну вот если мы сказали о личной жизни, об отношениях или о том, что вы себе надумали, потому что был какой-то прежний период достаточно сложный. Так вот, не ставьте себе барьеров. Карта Гора конкретно нам говорит, не ставь преград, не строй каких-то заборов вокруг себя, будь более общителен, будь более открыт к миру, будь более восприимчив к каким-то предложениям, пусть даже к чужим идеям, в позиции карта Гора как именно препятствие, которое вы отчасти можете надумать. Или кто-то из вас, например, неожиданно вы от мужчин, это больше, может быть, касается, вы от своей любимой женщины услышите какую-то новость или, например, то, что она хотела бы осуществить. И вам это покажется абсурдом, мои дорогие мужчины. Почему нет? Но карта тогда вам говорит, Гора, не отрицай. Не говори, что это невозможно. Или ты своей любимой женщине, особенно если это касается, не говори, что это неосуществимо. Не подрезай ей крылья. Может быть и так. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать. Вот интересно. Вообще крысы больше негативный смысл, но тем не менее у вас позиция, когда помогает. Помогает хитрость, ловкость, наблюдение. Правильный какой-то ориентир в ситуации, когда мы можем, кстати, по-разному могут складываться события этой недели, но можем быстро ретироваться, ведь все-таки с крысами есть такое значение, крыса прячется. Буквально и вы можете вот так по-английски уйти в той или иной ситуации, вам это помогает. Или вы где-то можете схитрить, чтобы не обострять какие-то отношения, или никому ничего не доказывать, дабы яблоко раздора какое-то, не усиливать или не активировать его. Быть хитрее это вам буквально помогает. И о себе много не рассказывать, мои дорогие. Это касается абсолютно всех. Хранить какую-то свою тайну или то, что вы намереваетесь осуществить на будущее. Есть какой-то план, который вы можете также и разгадать. У кого-то это может быть крыса. Столкновение с тем человеком, который вам будет что-либо предлагать, или какая-то ситуация будет кем-либо для вас обрисована, а вы интуитивно будете знать правду. Вот вас будет сложно обмануть, мои дорогие. Вот это вам будет помогать точно. Что скрыто? Карта косы – это всегда какой-то итог, сбор урожая, и у кого-то скрыто. Вы ждете деньги, они по какой-то причине не приходят, они придут. Возможно, не буквально на этой неделе, с какой-то задержкой, но подводить итоги вам придется. У кого-то эта карта может говорить о том, что вы намереваетесь сменить работу. Будьте осторожны, потому что карта косы – это всегда лезвие, и можно пораниться. То есть какая-то ситуация, и мы откроем еще последующие карты с учетом, что вам помогает хитрость. Когда вы много ни о себе не рассказываете, если и нужно, может быть, в вашем социуме, умейте уйти по-английски или выйти из какой-то сложной, мои дорогие, ситуации. Тут ведь у каждого какая-то своя история. Но тут, наверное, как высшие силы вам помогают. Первая у вас карта «Якорь». Выйти даже из тех событий или обстоятельств жизни, которые сложно решить. И сколько ты не прикладывай усилий, ты эту кардинальную ситуацию не изменишь. И тогда карта нам может советовать, ты просто из нее уйди. Не пытайся кого-либо переделать или не живи какими-то надеждами, может быть и так. Будь реалистом, безусловно, карта «Якорь» об этом. И это вам помогает правильно сориентироваться и подвести как раз какой-то итог. И у кого-либо из вас этот итог может касаться заработков, денег, и я так вижу, что больше работы, деятельности, каких-то планов, вы большие реалисты, правда, и вдобавок вас сложно обмануть, поэтому вот этот якорь для вас точно будет на неделе. Дела, работа, бизнес, звезды. Это мы, когда готовы себя попробовать в новом деле, когда все осуществимо. Для кого-то из вас поездка. Может быть, это поездка как командировка. Или пусть это даже
без конкретного задания поездка, просто вы поехали, вам предложили, или вы едете в отдых, в отпуск, но, значит, есть какая-то тема, которая вас там может заинтересовать и послужит хорошим продолжением какой-то либо идеи, либо вы рассмотрите совершенно какую-то новую концепцию своей жизни. Все же по звездам это когда сбываются наши мечты, или когда мы можем осуществить то, о чем мечтали прежде, или то, что вы планировали. Сама по себе карта говорит о том, что вы, как ваша популярность растет. Есть возможность как раз те из вас, кто занимается, ну, вы медийный, допустим, человек, или вы работаете в интернет, все же звезды это у нас еще и пространство, безусловно, то здесь может быть рост вашей популярности именно по поводу работы. И знаете, тут какие-то ваши планы, которые вы, ну, как создадите. Или, например, может быть, мысль буквально. Или вот что-то вас может подвигнуть на новые свершения. Будьте внимательны. Я именно вот в этой концепции хочу вам сказать, потому что есть какая-то или может быть новая цель, или цель может быть не совсем новая, но она как-то конкретизируется на этой неделе и в последующем будет как раз рядом карта косы означать достойную оплату. Вот правда по работе, смена работы, или это вы обдумываете, вы еще не меняете работу, но где-то как варианты 1, 2, 3 просчитываете, и я могу предположить, вот это у вас как раз по поводу работы вашей занятости, заработков будет что-то конкретизироваться. И правда будет со знаком плюс на последующий период жизни. Все же у нас на расстоянии звезды. И для кого-то это будет расстояние, километраж, как мы сказали, путешествие, поездка, а для кого-то те планы на будущее, которые на долгий период. Что же деньги? Шикарно, деньги есть, деньги будут. Здесь могут быть деньги вашего партнера, какая-то поддержка. В любом случае, шикарная карта, потому что, во-первых, рыбы. Один из символов благополучия, конкретно денег, и вам выпадает это на деньги. А плюс еще у нас на дальнем плане корабль, мои дорогие, перемены, правда, по части заработков, работы, получения финансов, каких-то финансовых ситуаций, оформлений документов, может быть, недвижимости, может быть, это ваш переезд, мои дорогие, и кто-то из вас продает жилье в одной местности и собирается купить в другой. У вас все получится. Вот по карте звезды и вообще, вот посмотрите, карта итог еще пока скрыта. Вы можете где-то сомневаться даже в своих планах, но уже итог у вас какой-то будет. Вы движетесь в правильном направлении. У вас сейчас сильная позиция, но ее придется сохранять. Ну, где-то быть хитрее, мои дорогие, потому что карта рыбы одна из лучших. Это как карта удачи. Удачи, которая, как рыба, которая попала в сеть к нам. Это, ну, вот такая награда жизни при поддержке высших сил. Правда, что-то у вас получается, причем, может быть, даже грандиозное, с учетом символики корабля, а это у нас корабль один из символов Меркурия, и как раз у нас Меркурий в этот период в знаке зодиака Овен, больше ясности, больше понимания на этой неделе, даже планетарно, по гороскопу, и вы с чем-то тут точно очень хорошо определитесь, причем на последующий период для вас это будет прогресс. И в личной жизни, вот я говорила, да, что две карты. Либо для мужчин, мои дорогие, это важная женщина в вашей жизни. И если здесь у нас были планы ее видения, ее интуиция или как она представляет, а здесь она сама, уже конкретно, уверенно, без, ну, то, что мы называем нашими мыслями или идеями. У кого-то может кровь закипать в жилах от слова «идей». Правда, кто-то больше реалист, и когда у нашего партнера слишком много идей, это может, ну, как досада, что ты не живешь сегодняшним днем, а что-то там себе навыдумывал. Но любой план, даже вашей женщины, или почти любой, вполне возможно будет осуществим. Или она сама. Но всячески добрая карта по части личной жизни. Для вас, мои дорогие девочки, это ваши планы, это ваши намерения и цели. Вы в центре внимания. Я бы сказала так, для львиц эта неделя
удивительно хороша. Но для львов вам нужно быть где-то джентльменами и прозорливыми, и внимательными, потому что какая-то обстановка может быть деловая или вокруг вас обстоятельствах. Вам придется принимать важные решения и тоже что-то с прогрессом на будущее для себя определять. Возможно, как и в личной жизни, так и по части работы, финансов. Я бы сказала, у кого-то тут могут быть грандиозные замыслы, это правда. При всем при том, что первая карта – якорь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.